покупаем сперва вазы, потом мы туда наливаем пену, а потом вставляем туда цветы. И мы продаем цветы через интернет. О цветах и своем маленьком бизнесе 8-летняя Рабия может рассказывать бесконечно. Этим любимым делом она занимается вместе с мамой, которая камер не любит и всячески избегает. А Рабии Вышегуровой широкой публике стало известно, когда интернет облетела новость о том, что девочка передала свою копилку Ассоциации благотворительных фондов Ингушетии. Нам в Ассоциацию благотворительных фондов написал Рабия о том, что хочет передать садака в память о своем погибшем отце. Увидев это сообщение, мы приехали к ней. По воле Аллаха. Сколько у тебя там, Рабия? 5000. 5000 рублей она собрала. Оказывается, она делает садака в каждый месяц Рамадана, но увидев одну из публикаций на нашей странице, она решила передать нам эту копилку. Да воздаст тебе Всевышний Аллах благом. Пусть Всевышний помилует твоего отца. Узнав, что мы едем в гости к Рабии, один наш брат сказал забрать копилку, но передать Рабии 10 000. А копилку мы заберем. Прекрасный поступок и лишнее доказательство тому, что чем больше мусульманин жертвует и дает цадака, тем больше Всевышний ему возвращает все это. Но маленькая Рабия понимает, насколько еще важно давать милостыню скрыто, а потому она не хотела этой широкой огласки. Ведь раньше девочка не раз передавала накопленные деньги в копилки в качестве цадака за своего отца. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда человек умирает, все его благие дела прекращаются, за исключением 3: непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться другие люди, или праведного ребенка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него. Она собирает деньги, знаете, как вот бывает, сах ей дают, бывает, что как вместо подарка ей кто-нибудь там даст, там, даже 100 рублей, если кто-нибудь даст, она эти деньги кладет сразу в копилку. И эту копилку она собирает, после чего передает в благотворительность. Шидент ирсах ходолш. Не ходит, жвачки, сладости не покупает. Это собирает деньги чисто для сах. Сах в переводе с ингушского означает садака. Даже в таком возрасте для Рабии это очень важно – быть полезной и помогать окружающим. Когда умер ее отец от сердечного приступа, девочке было всего 2 годика. Наша героиня учится в 3 классе. Фото отца она хранит на 1-й странице дневника. И, возможно, такая память о нем вдохновляет ее на хорошую учебу. Маленькая Рабия уже даже решила для себя, кем станет в будущем. Я хочу быть врачом, потому что это хотел мой папа. Хоть она совсем и не помнит отца, любовь к нему безгранична, потому она и дает каждый раз садака за него. Не забывает Рабия и про обязательный для каждого мусульманина столб ислама, совершение намаза и поклонение Всевышнему, а потому уже сейчас начала изучать свою религию. Я уже начала учить намаз. Когда мама делает намаз, она меня ставит рядом с ней, и я повторяю за ней. Я хотела еще учить арабские буквы, но наш учитель уехал. Достойное поколение. Потрясающим поступком маленькой Рабии из Ингушетии воодушевлены многие, ведь она яркий пример для подражания. Но даже в такой доброй и совсем не корыстной истории некоторые пользователи соцсетей отреагировали неоднозначно, чуть ли не обвинив девочку в попрошайничестве. Мать девочки очень огорчена была этим, когда услышала, что были такие слухи, что с малых лет мать учит девочку просить милостыню. Поэтому, да, были такие разочарования в этом. Но я же говорю, мы не ожидали, что будет такой масштабный резонанс. Действительно, для нас это как-то странно. А странно, потому что такого не было и в мыслях. Тем не менее, сама девочка ни на какие сплетни не обращает внимания, ведь делает она все ради Всевышнего. Даже те деньги, которые она получила после своего благого поступка, снова положила в свою маленькую копилку. Их тоже она в скором времени планирует пожертвовать для нуждающихся. Зелимхан Калоев, Адам Аушев, канал Алиф, Ингушетия.
Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.